Здравствуйте, друзья! Как ваши дела? I'm Natalie and this is Natalie Practical Russian, where you can improve your Russian for free and give me a like. Do you want to know how people live in Russia? Have you ever wondered what an old Soviet apartment is like? Today I thought I would give you a little tour of one apartment in the center of St. Petersburg, Russia. This is a big apartment with rooms where people who are not relatives live together. And I'll show you one room in a typical Soviet style. If interested, keep watching. To improve your Russian, download my free book with common Russian phrases by clicking the link in the description below. This is my free material for you. Thanks in advance. This video has English and Russian subtitles, as in all my videos. I recommend to activate them. Now, let's go! Сейчас я нахожусь в центре города Санкт-Петербурга. Это Петроградский район. За мной Каменноостровский проспект. С той стороны метро Петроградская, с другой стороны метро Горьковская. Сегодня я покажу вам комнату, как люди жили в советское время. Сейчас я стою у дома. В этом доме 6 этажей. Этот дом был построен в 1910 году. Это дореволюционный дом. Вы можете видеть двор. Мы называем такие дворы колодцы, потому что здания располагаются очень близко друг к другу. И чтобы попасть в этот двор, надо пройти в арку. Хорошо, эти здания дворцового типа. Такие дома начали строить еще при Петре I. В квартире в каждой комнате есть 2 двери. Давайте посмотрим. В таких зданиях обычно широкие лестницы, есть почтовые ящики для каждой квартиры. Давайте поднимемся наверх. Шестой этаж, довольно высоко. Лучше поехать на лифте. Сегодня я покажу вам типичную коммуналку и расскажу, как дома дворцового типа стали коммуналками. Коммуналка – это коммунальная квартира, где в одной квартире живут совершенно разные люди. Как это произошло? После революции в 1917 году советская власть обещала рабочим фабрики. Рабочие работали на фабриках и на заводах, и им надо было где-то жить. Но советская власть не смогла найти им отдельное жилье. Особая проблема с жильем была в больших городах, таких как Санкт-Петербург. Поэтому большевики нашли решение. Они начали подселять в одну квартиру несколько семей. У каждой семьи была отдельная комната, но кухня и санузел были общими. В квартиры, где жил средний класс, начали подселять рабочий класс. Так начался процесс создания коммунальных квартир. В коммунальной квартире жили совершенно разные люди с разными интересами и разным социальным статусом. Советская власть думала, это временная мера, но коммунальные квартиры пережили Советский Союз. Давайте смотреть квартиру. Вы видите
высокие старые двери, они действительно высокие. Еще одна дверь, это одна комната, это другая комната. На полу лежат плитки, под ними лежит паркет. За паркетом сложно ухаживать, поэтому люди используют этот настил. В этой квартире 4 комнаты. Вы можете видеть длинный коридор. Давайте посмотрим. Несколько лет назад в этой квартире был пожар. Мы прошли 4 комнаты, это кухня. Раковина. Мы можем видеть 4 стола и 2 плиты. Это значит, в этой квартире живут разные семьи. Здесь есть дверь. Эта дверь идет на другую лестницу. Я могу выйти на улицу с другой стороны. Что это за дверь? Здесь небольшая кладовка. Мы видим старое окно и очень красивый вид в стену. Старые батареи. Куда ведет эта дверь? Здесь большая кладовка. Давайте посмотрим ванную и туалет. Вот такая. Здесь есть бойлер, потому что в центре города нет горячей воды. Люди используют газ, и чтобы была горячая вода, люди используют бойлеры. Туалет. И сейчас давайте посмотрим комнату. Вы видите шкаф, это шкаф для одежды. Вот такие замки в виде ключей. Еще 2 шкафа, один из них сервант. В советское время в каждой семье был сервант. В серванте стоит посуда. Люди покупали хрусталь. Это был показатель богатства, если в доме есть хрусталь. Что еще? С этой стороны еще один шкаф для одежды. Мы видим стул, диван. С другой стороны мы видим 3 стула и стол. Это полированный стол. Еще один атрибут советского времени. Этот стол имеет 3 части. 2 части можно закрыть и открыть. В советское время очень ценилась мебель, которая выполняла несколько функций. Например, этот стол можно закрыть, и он не занимает много места. Или, когда люди приглашали гостей, они открывали 2 другие части, и стол становился большим.
Сейчас открыта только одна часть стола. Здесь мы видим книжный шкаф. У этого шкафа тоже стеклянные двери. Что еще я могу рассказать вам? Здесь есть батарея. В каждой квартире в Санкт-Петербурге есть батареи, потому что Санкт-Петербург северный город. В таких квартирах в центре города зимой очень тепло. Здесь мы видим диван. Это диван-кровать. Мы можем открыть диван и спать на нем. С этой стороны за обоями есть дверь. Как я сказала, это квартира дворцового типа, и в каждой комнате есть несколько дверей. И с другой стороны тоже есть дверь. Но сейчас мы не видим ее. Давайте посмотрим вид из окна. Там стена и двор-колодец. Что еще я могу рассказать? На полу мы видим ковер. В советское время ковры были на полу и на стене. Ковры выполняли функцию шумоизоляции. Пожалуй, на этом все. Я надеюсь, это было интересно. И еще немного информации. 25 декабря 1991 года, последний день, когда был Советский Союз. В этот день на куполе Кремлевского дворца убрали красный флаг СССР и подняли флаг Российской Федерации. Советский Союз – это прошлое русских людей. Я думаю, это был важный этап в жизни русских людей. Сейчас мы смотрим на квартиры, как люди жили в советское время, в Советском Союзе, и мы можем сравнивать и оценивать, как они жили тогда и как мы живем сейчас. Я думаю, чтобы правильно воспринимать настоящее, нам надо знать прошлое. На этом все. Спасибо за внимание. What do you think? It was interesting? I hope so. And don't forget to download my free material with useful Russian phrases. You should click the link in the description below and you will receive my free book to your email. Okay? Wonderful. What topic do you want to know in Russian? What topic are you interested in? Leave a comment and I'll tell you about it next time. Thank you for watching. Увидимся. Пока-пока.